Здравствуйте всем, дорогие друзья, с вами Рен Аннет, и у нас Horizon во всей красе продолжается дальше. Очень так плотненько мы стараемся, по крайней мере, идти, по возможности все закрывать, там все сайды, еще чередовать типа сюжет, сайды и так далее, чтобы не было скучно, потому что я хочу как можно тщательнее эту игру пройти, потому что даже те же сайды, они кажутся мне очень интересными. Но я тебе особо говорить не буду, что мы там проходили. Внизу ссылку на плейлист найдешь. И просто я тебе сейчас желаю приятного просмотра. Сейчас мы пойдем по сюжету с вами. Вот видишь, спуститесь. Куда спуститься? В какие недра земли, наверное. Да. Так. Подожди, закатная крепость, да, база нового рассвета. Почему мы на нее прийти не можем? Ну ладно. Давайте от костра тогда. В некоторые вот так вот именно точки нажимаешь, тебя перемещает. Ну, например, как с этим было. А что это оно так? Типа от песка? О! Сюда. Что-то они так повернулись на меня. Блин, мне очень нравится, как сделаны эти. Как сделаны всякие костюмы, в смысле. А, серьезно, это мне все-таки на втором надо быть даже. Ну ладно. В смысле, я же взяла. Песок в горле. Надеюсь, Гелис уже Жжётся. продумывает план спасения бедного Итана. Да уже спасли его, уже все хорошо. Боролись за него только так. Так. Это через главный этот, что ли, мы идем, да? А, ну да. Этот трон здесь был. Так, стоп, подожди, Вернусь где-то... попозже. Та женщина сказала, что будет ждать меня у зеленого шатра в лагере. Может, сходить туда? В смысле, мы же там были. Но это то самое задание. Которое со спасением. Может, скрипт не сработал, ну ладно. Николай, здорово! Успел на самое интересное очередное подземелье. Именно. Привет. Привет, мой хороший. Ой. Погнали. Я надеюсь, мы не... спускаюсь. Я посвятил жизнь тому, чтобы выведать тайны этого мира. Откуда взялись машины? Почему сгинули предтечи, способные творить такие чудеса? И многие годы, десятилетиями я натыкался на стены, которых не сломать, и двери, которых не открыть. Так. Пока с Знакомая Дикого дверка. Востока не явилась охотница. И на тебе, перед ней все тайны мира лежат как на ладони. Полагаю, тебе с этой дверью повезет больше, чем мне. Проводится опознание. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Неисправность. Неисправность. В Неисправность. смысле, не-не-не. Я что, смеюсь? А ну-ка, открывай. Заткнись. Должен быть способ. Эй, я Элизабет Собок. Мне нужен доступ. Запрошен доступ. Корневые командные функции доступны. Желаете продолжить? Желаю, открывай дверь. Анализ. Основной Давай, порт давай, доступа давай. неисправен ввиду механической поломки. Доступна процедура аварийного вентилирования. Желаете продолжить? Да. Тыкай кнопочку. Да. Включаю аварийное вентилирование. Недооценил тебя. Который раз. Блин, а в этой в священной горе такого не было. Чуваки такие, кого? Рано обрадовалась. Это Ой, привлечет как внимание. рано. Теперь нам придется поторопиться. Нам?
Вообще-то я тут одна своей шкурой рискую. Как угодно. Только скорее. Нам столько Да всего ты- нужно узнать, а времени так мало. Совсем что ли? Так. Ну-ка стоять. Ничего тут не припрятано, нет? Добро пожаловать в новый рассвет. Новый рассвет. Мы его нашли. Что тебя так удивляет? Система диагностики обнаружила много... Так, подожди, еще одно происшествие. Так. Новый рассвет проект в высшей степени сложный нам, сотрудникам, которым приходится работать на передовой, уже надоело, что наши просьбы игнорируют. Как мы уже говорили, нам нужны переводчики, люди, охранники и внутридермальные седативные средства. Большинство кандидатов ведут себя достаточно спокойно, встречаются и исключения, и вот с ними нам приходится очень тяжело. Численные ошибки. Попытка восстановления. Так, что это за комната? Думаю, это преддверие. Осмотрись. Так, ну здесь я ничего не вижу. Вот это вот я еще вижу. Нам тоже нужна поддержка. Так. Персонал по приемной по-прежнему требует дополнительные ресурсы для работы с прибывающими на базу кандидатами. Многие из них напуганы или сбиты с толку. Некоторые находятся в состоянии крайнего возбуждения. Эти люди не привыкли... Сейчас, одну секундочку. Эти люди не привыкли к тому, чтобы их держали в неведении. Как минимум, нам нужны переводчики и седативные средства. Ну, понятно. Короче, пациента там буйная. Я, кстати, когда вчера... Кто в записи будет смотреть позавчера. Короче, когда готовилась, собирала оружие и так далее. Ну, ресурсы, вернее, для оружия. Я нашла две записи, но они... Подождите, пока вас вызовут. Доступны прохладительные напитки и закуски. Точно, до меня только сейчас дошло. Топливный элемент здесь будет. Здесь будет топливный элемент. Пополните запасы. 5-й раз прошу, пожалуйста, пополнить запас травяного чая в приемной. Если мне опять придется выслушивать жалобы этих ботаников на то, что у нас нет огуречной мяты или смеси ежевик с шалфея, я просто взорвусь. Это надо тоже какой-нибудь травяной чай купить. Не-не-не, здесь 100% будет этот топливный элемент. Значит, надо будет внимательно искать. Очень внимательно. Ну, в принципе, как и всегда. Звукоизоляция. Можно ли улучшить звукоизоляцию между проекционным залом номер 1 и приемной? Большинство кандидатов во время презентации ведут себя тихо, но есть и такие, кто кричит и плачет навзрыд, а другим кандидатам, ожидающим в своей очереди, это все через стенку прекрасно слышно. Ведь знаешь, это как я, когда какой-нибудь там момент, когда он с громозевом зараженным деремся уже в какой раз, и соседи все это слышат. Проследуйте в зал номер 1 и просмотрите важное сообщение касательно цели вашего визита. Что это было такое? Голографический театр. Файл NR01 не поврежден. Воспроизведение. Это Как-то проект очень- «Новый рассвет». Я генерал Херрис, председатель Криво щас Объединенного было. комитета начальников штабов США. Этот Вы переход. все слышали, что «Новый рассвет» — это такое секретное супероружие. Технологическое чудо, которое спасет нас от чумы Фаро, если операция «Свобода» поможет сдержать наступление роботов. Я знаю, вы это слышали, потому что я сам пустил этот слух. И все это ложь. Новый рассвет вовсе не проект супероружия. И он нас не спасет. Ничто не спасет нас. Вот почему. Когда мы узнали о сбое,
было уже поздно. Чему Фаро не остановить? Никак. Роботы будут размножаться и поглощать биосферу. Жизнь на Земле будет уничтожена. Наша планета превратится в бесплодный шар. Глобальное вымирание уже неизбежно. Сколько бы мы ни Позитивненько. убили, роботы размножаются в геометрической прогрессии. Будь у нас коды деактивации, мы бы их всех отключили. Весь рой. Но они используют многофазные запутанные колебательные сигналы. На то, чтобы взломать такой код, уйдет полвека. У нас всего 16 месяцев. Так что этот вариант не подойдет. Уничтожение биосферы не тот случай, когда можно отсидеться в бункере или на орбитальной станции. Земля, какой мы ее знали, исчезнет. Останется токсичная каменная глыба, населенная роботами Фаро, спящими в ожидании еды. Вот правда, что кроется за ложью об операции «Свобода». Моей ложью. Ложью, призванной побудить миллионы невинных людей пожертвовать собой в бою. Зачем? Цель одна. Выиграть время для вас и для вашей работы здесь. День, когда все живое на Земле вымрет, уже близок. Он неизбежен. Суть нового рассвета в том, чтобы мир мог возродиться. Но право пролить этот луч света во тьму я предоставлю Элизабет Собек. У меня все. Как так может быть? Ведь жизнь на Земле не исчезла. Он Что сказал, она что это сделала? неизбежно. Но ведь избежали. Как-то же Элизабет нас спасла. Нужно еще поискать. Нужно выяснить, как она сумела. А, ну, в начале которая была. Сокол. Они пробрались сюда, по шахтам. Ты должна узнать правду, несмотря ни на что. Рассредоточиться! Убивать все, что движется! Что это такое? Гробница? Здорово, парни. На нас напали! Он у тебя не попал. Меня, блин, увидел, зараза. А, ну он один остался. Да ладно. Один неверно. Не, иди сюда. Я не вижу врага. Знаешь, потому что за стенкой стал. Хорошо. Примитивным дикарям нас не остановить. Точки с данными. Что в них? Мне это пригодится. Так, стоять. Теперь давай изучать поподробнее. Думаю, вы понимаете, почему нам пришлось доставить вас сюда в такой спешке, мисс Акила. Капитан Окило, хотите похвалить меня, что я не О, сопротивлялась? отсылочка. Разрешить эту ситуацию дипломатическим путем не представлялось возможным. Когда Капитан кто-то вспоминал про наши Акило. залежи, вместо дипломатов к нам всегда присылали рой. Metallurgic International, армия США. Менялась маркировка, но роботы были одни и те же. У вас большой опыт по части вооруженных конфликтов с участием роботов. Да, поэтому теперь я щеголяю протезами. Но все равно, как бы трудно ни было, я продолжала бороться с этим кошмаром. Кибервойна. Я думала, новый рассвет — это что-то вроде проекта Манхэттен, генератор кодов деактивации.
Я задействовала все ресурсы, но пришла к выводу, что взломать коды невозможно. Я надеялась, кто-нибудь докажет мне, что я не права. К несчастью, ваш прогноз соответствует истине. Как и сказал ваш генерал Херес. Ну что ж, для чего-то же вы меня сюда привезли? Что же нам остается? Ведь за приспособление. Оп, стоять. Оп, стоять. А вот это куда? А вот это куда нас ведет? Смотри-ка, какой тайничок нашли. В смысле, я обратно же вышла? Во. Стоп. Подожди. Сейчас бы теперь заблудиться еще здесь. Опа. Опа. Кстати, нет. Это может нас вывести. Наверное. А может и нет, а может быть это просто надо было попрятаться. Скорее всего, что да. Подожди, первый, второй этот проход. И третий, кстати, там записи. И третий вот он. А я уж подумала. Я уж понадеялась. С нами ученый-эколог Сюзанна Альберт. Доктор? Простите, я отвлеклась. Доктор? Ничего. О чем вы задумались, доктор? Не о том, что сказал генерал, нет. В 2051-м, когда второе землетрясение повредило реактор на Сизигии Восточной, я была в оперативной группе. До сих пор это снится, хотя столько лет прошло. Как по дисплею расползалась красная зона, медленно, словно раскрывающаяся ладонь. За ваш вклад в ликвидацию до аварии вас и пригласили в проект. В самом деле, странно. Ведь у нас ничего не вышло, там больше ничего не растет. Это был катастрофический провал. Но красная зона пустяк по сравнению с глобальным сокращением биомассы. Биосфера и гидросфера разрушатся, Земля станет необитаемой, и это произойдет еще до того, как роботы нас прикончат. Операция «Свобода» тут нам уже ничем не поможет. Так что давайте рассказывайте, что такое новый рассвет. Уже почитать надо. Для собеседования после презентации. Дайте кандидату возможность задать вопрос, не торопите его, возможно, ему потребуется время. Важно помнить о том, что кандидат может в данный момент испытывать сильное душевное эмоциональное потрясение. Не следует рассматривать молчание или внешнее спокойствие как знак согласия. Следует подчеркнуть, что все прочие варианты противодействия чуме Фаро были рассмотрены и признаны несостоятельными. Этот факт следует озвучить спокойно, четко и твердо. Если кандидат скажет, что ему нужно побыть наедине и просмотреть дополнительную информацию, не возражайте, известите сотрудников службы безопасности, чтобы они смогли вмешаться в том случае, если он пытается причинить себе вред. Так, допустим, предположим. Пошли дальше смотреть. Да все и так понятно. Вы строите космический корабль. Ну, очевидно же. И ничего Так. у вас не выйдет. Я гарантирую. Буйный Помните пациент. Одиссею? Международную косморухлядь, которая с 57-го кружит по орбите? Годы работы и провал. А у вас в запасе какие-то месяцы. Вы хоть представляете себе объемы задачи? За такой срок успеть подготовить корабль? Я сама не участвую в работе над проектом. Вы понимаете, как мало народу он может спасти? Вся эта концепция корабля-ковчега. Да ничего не выйдет.
Лучше бы вы сразу взялись за эмбрионику. Тут нужны огромные двигатели, огромный запас энергии и прорва ресурсов. Так что даже если вы его построите, даже если выведете в космос и отправите к Сириусу-10, для людей места на борту не останется! Пожалуйста, успокойтесь. Да вы просто психи, если вы надеетесь отсюда улететь. Никто никуда не улетит. Санитары! О! Это... 5 кубиков, пожалуйста. Это от безысходности. Это просто от безысходности. С какой-то стороны он и прав. Так, стоп. Это самая стена. Это откуда мы пришли. Здесь должен быть еще один проход. Типа как буквой П сделано, получается. Так, пошли. Терминальчики. Значит, прежде вы работали в автоматизированных системах Фаро. Разрабатывал алгоритмы самовоспроизведения. Я думал, вы будете меня судить. Когда за мной пришли, я подумал, давно пора. Меня гложет чувство вины с того самого дня, как... Прервемся на минуту. Нет, я просто... Правда, надеялся, что новый рассвет все исправит. То, что я и творил. То, чем я гордился. Уж простите, на словах у Теда все звучало так убедительно. И в лаборатории этот процесс сотворения. Тот первый пробный пуск. Когда мы увидели, что они понимают собственную структуру, что они могут отстраиваться по памяти. Безгранично. Господи, безгранично! Хотели бы это обсудить? Значит, мамка-то была права. Что? Так. Мамка моя к Библии относилась очень серьезно. Даже по меркам техасского пузыря. А любимая глава у нее была книга Откровения. Я ее вообще-то не всегда понимал. Она вечно всякую пургу несла, так что и не разберешь. Но когда изъяснялась по-человечески, то постоянно вещала про конец света, про озеро огненного там чего-то, куда отправятся грешники. Кстати говоря, можно я закурю? Сигарету с табаком? Извини, дорогуша. Вот такой остромодный. Ребята у вас молодцы, выследили А что, всё-таки. какие-то модернизированные, А ведь 1,5 года в что розыске были? был. Стерлинг Малкет — это моя работа, признаю. Курить Много вредно. было желающих меня прищучить. Фу-фу-фу. Но я всегда был на шаг впереди. Как вы на меня вышли? Доктор Собек включила вас в список Альфа. Приоритетная цель. Всегда подозревал, что она ко мне неровно дышит. Слушай, а у вас тут, может, и кофе настоящий есть? Ну, знаешь, кровавый кофе, капучино из зоны конфликта. Мистер Тейт, я даю вам разрешение идти дальше. Так что шли бы вы. Нормальное собеседование. Данные достоверны, да. Но этот уже смирился. Механические чудовища. Говорит, дайте только закурить. Они не просто убивают людей. Они ими питаются не только людьми, всей органической материей. Все живое расщепить на составляющие. Тысячелетия эволюции превратить в жижу. Сделать из чуда жизни биотопливо. И если обобщить, да. Кто это сделал? Фаро? Этот ублюдок. Он здесь? Нет, доктор. Прошу вас. Скажите, что это Том Бейк? Уйди! Уйди от меня! Доктор, уймитесь, пожалуйста. Позовите сюда Теда Фаро! Да. Так, это сюда же мы и вышли. О. Я думаю, может, прихватить бы с собой? Ладно, не буду. Мало ли, может, пригодится где. Так, ну вроде все мы везде. Эти все.
Не, здесь мы все посмотрели. Файл SR02 не поврежден. Воспроизведение. Значит, Элизабет Собак. Как же криво это работает. Вы все слышали. И это правда. Чума Фара пожирает биосферу. Жизнь на Земле скоро исчезнет. Но все же это не конец. Мы можем сами создать надежду. Своими руками сделать зерно, из которого на мертвой планете снова появится жизнь. Это надежда, цель проекта «Новый рассвет». Создать разумную автономную систему терраформирования и снова вернуть жизнь из небытия. Что нужно такой системе? В основе искусственный интеллект, Ну, а что же способный еще? принимать триллионы решений, необходимых для реконструирования биосферы. Бессмертный страж, призванный возродить жизнь на Земле. Ее имя — Гея. Мать природа в форме машины. Но это лишь ядро системы. Она должна быть окружена и защищена всеобъемлющим набором придаточных функций. Считайте их продолжениями ее сознания для выполнения конкретных задач. И хоть это и не искусственный интеллект, но каждая из них представляет собой инженерную задачу, более сложную, чем все, что человечество создавало прежде. Технические средства, которые смогут сберечь и взрастить миллиарды семян и эмбрионов. Подземные комплексы, где все это должно храниться. И это только начало. Нам не нужно строить все самим. Автономная система терраформирования сможет строить себя сама. В ближайшее время вы поймете, как все эти элементы и функции сложатся воедино. Поймете, как быстро будет нужно собрать материал, написать код, создать и разместить оборудование. А потом запечатать комплексы, прежде чем настанет конец. Но что еще важнее, вы поймете, что мир выживет. Гея напишет коды деактивации, о которых говорил генерал Хэррис. Построит трансляторы для передачи сигнала и отключит роботов Фара навсегда. Знакомая башенка. Гея не просто построит роботов, но и разработает их под те задачи, которые могут встать перед ней в будущем. Будь то очистка зараженной атмосферы и отравленных морей, озеленение Земли семенами из криохранилищ, заселение планеты организмами, и когда все будет готово, в колыбелях, раскиданных по всему миру, родится новое поколение людей. Они получат Аполлон. Огромную базу данных о всех достижениях человечества, откуда они все узнают. О нас. И самое главное, как не повторить наших ошибок. Это не пустая мечта. Ее можно воплотить, работая без устали, не останавливаясь ни перед чем. Мы не спасем мир от гибели. Но вместе с вами и с Геей мы создадим надежду. Давайте создадим надежду на будущее. А чё Фару тогда так перепугался? Вся Земля погибла, но потом ее воссоздали? Да. Машина. Машина созидающая. Это сделала Элизабет. Ради жизни, ради нас. Но тогда зачем Аид? Если он был частью Геи, как он оказался внутри робота Фаро? И почему он хочет меня убить? Аполлон. Архив знаний. Что с ним стало? Я, как и ты, в замешательстве. Возможно, ответ нас ждет впереди. Так, ну нам еще идти. Здесь мы с вами ничего не нашли. Двигаем дальше. Выберите один из вариантов. О.
участие. Вас определят в команду разработки. Бессрочное задержание вам грозит... Так, у вас будет 48 часов на то, чтобы передумать. По истечении этого срока изменить решение будет уже нельзя. Эвтаназия. В свете озвученной информации вы можете закономерно задаться вопросом, есть ли смысл жить дальше. Допустим, предположим. Здесь что-то лежит. Так, для собеседования после презентации крайне важно, чтобы кандидат согласился на участие в проекте «Новый рассвет» добровольно и осознанно, без какого-либо принуждения или манипулирования со стороны консультантом. Заверьте кандидата в том, что его выбрали исходя из его навыков и профессиональных достижений, сделайте упор на то, что если он внесет посильный вклад в работу, это повысит шансы проекта на успех. Кандидат может усомниться, справедливо ли то, что выбор пал именно на него. Подтвердите, что подобные сомнения являются естественным и даже достойными восхищения. Короче, там психология полнейшая пошла. Просто полнейшая. Конечно, согласен. Итоговое собеседование, У меня так. будет шанс возместить то, что я... Тот урон, который... Мне кажется, я недостоин, но я согласен, без вопросов. Тот факт, что вы к этому причастны, для нас не важен. А для меня важен. Доктор Собек, Марго, у них хватило ума вовремя уволиться, но никто из нас не придал этому значения. Мы решили, что они просто не созданы для ППВИ, а это более быстрое внедрение инноваций. Когда хочешь всех обогнать, сделать лучше, сделать идеальную машину для убийств. Поразительно. Полтора Вот и столетия сделали. фантасты стращали нас сценариями конца света, а мы так и не вняли их словам. Я порвал с той жизнью. То есть, я готов работать, готов вкалывать, чтобы обеспечить своей семье место в Элизии. Я даже не думал, что у меня будет шанс на искупление. Все же он у тебя был. Если вас еще тошнит... Нет, ингибиторы подействовали. Я уже языка не чувствую. Я бы рада была в это поверить, но ущерб слишком велик, слишком обширен, он непоправим. При всем уважении к трудам доктора Собек, нет, жизнь не всегда пробивается вновь. Иногда она уходит навсегда. Как на Сизигии Восточной, как в Конго, как в Тиморе, как сейчас. Это наша награда? Подземный город с безнадежными больными, ожидающими своей смерти? Вы сможете дожить до старости вместе с вашими близкими в безопасности. Нет у меня близких, хотя, наверное, можно завести семью. Боюсь, нет. Все население Элизия будет стерилизовано. Обеспечить условия жизни для 2000 человек на протяжении 100 лет – сложная задача, доктор Альберт. Если население будет расти, меньше чем через 30 лет никого не останется. Я знала. Просто не могла заставить себя это сказать. Что, простите? Покончим с этим. Эвтаназия. Я не хочу в этом участвовать. Я хочу, чтобы все кончилось. Понятно. Согласно протоколу, вам необходимо подождать 48 часов, после чего... Оружие лежит. Короче, теперь будем слушать, какие они варианты выбрали. Эти следят за тем, чтобы я хорошо себя вел. Это охрана для вашей безопасности. Давайте поговорим о том, что вы сейчас чувствуете. Ладно, я вам скажу. Я удивлен. Нет, ошарашен. Как мой отец выражался, ошарашен. У него еще так вена пульсировала на лбу. Я думал, вы абсолютно не подготовлены к проекту космического перелета. Но оказалось все еще хуже. Намного хуже. Тобок просто фантазерка. Опасная фантазерка.
значит, что все это было пустой тратой времени. Я готов вернуться домой. Боюсь, это невозможно. Да все, о чем вы тут говорите, невозможно! В этих документах изложены варианты. Все, с меня хватит. Я ухожу. Что вы? Что вам вообще? Уберите руки! Привязали. Говорят, все, сиди. Так, что-то дальше, да, еще. Медицинский отсек недоступен. Опа. Что это тут фиолетовое лежит? А что это у нас тут такое? А? Поломанные наручники. Продать можно будет, что ли, или что? Чего? Подожди, но в ресурсе я этого не вижу. Окей. Допустим, я что-то впервые вижу такое. Что ты что-то берешь, а его нет нигде. Так, ну-ка, пригнись. Здесь пусто, да? Нет, тут вообще нет нифига. Пойдем дальше. Так. А ну-ка, стоять. О, ты еще и кусаешься, мелкая. Я тебе, блядь. Посмотри, что делает, а? Посмотри, что делает. Не трогай провод. Не трогай, говорю. Прокусишь? Ёбнет тебя током. А тут была какая-то новость. Котейка какой-то провод грыз, и потом хату спалил. Я тебе, блядь. Котейка жив остался, все хорошо. Вот и сиди так. Ух ты, блин. Кусается еще. Так, ну вроде... Не, мы ничего не пропустили. Мы прямо каждый уголочек отсматриваем. Так что нет. Все в порядке. Так, еще он... А, нет, это дверь. Это дверь впереди. Сколько нам? Подожди, коридор. Здесь, ну, здесь Рубилова будет 100%. Я прям... Я в этом больше, чем уверена. Так. Лазутчица! Взять ее! Ну, просни. Вот только не вздумай сейчас погибнуть. Стараюсь. Сходить, что ли, взять этот? Ай! В смысле, а почему-то я... В смысле? Ты серьезно? Так, боеприпасы кончились. И веревки от них тоже. Для них, вернее. Но мне, блин, мне под этим шквалом не пройти к ним. Светозарного имени. Иди сюда. Так. Не зря мы пособирали. Опа.
По-моему, у нас 3 очка навыков. Так. Мне бы еще вот эту бы тему открыть. Побыстрее бы перезарядку в концентрации. Но мне нужно вот это. Мне надо бег. Бесшумный. Так, ага, это мне туда и надо. Тогда подожди. А, тут закрыто. Восстановить подачу энергии, да. Все, это логично. Так, берем. Причем, видишь, почему-то даже скана не было. Через стену их нельзя было просканировать, этих ребят. Вот на теме ФБРовскими горе-хакерами из пересмешника я с удовольствием постебался. Хотя с той девчонкой немножко перегнул. Она симпатичная была, ну и в конце концов, это же просто ее работа. Она просто не понимает, насколько нелепо звучит этот план. Доверить роль Господа Бога пацану с редактором голограмм. Ну серьезно, ведь так оно и выглядит. Смотри, мам, я делаю природу. Если природа так важна, тогда не трогайте ее руками. Вымирание – естественный процесс. А новый рассвет уж точно нет. Да он настолько неестественный, что нормальные люди его бы назвали кощунством. Потому-то вы и скрываетесь. А тем временем симпатяшка-психолог сидит и кусает щеку. Плохая привычка. И ноготь обгрызла, причем один. Не твой сегодня день, принцесса. Она не укладывается в квоту. Сказала, так вы намерены отказаться, мистер Тейт? Вот так мерзко звучит. 18 месяцев тяжкого труда в обмен на 30 лет безмятежной жизни с порнушкой? Да не вопрос. Одобряем. Так, что дальше Запас собирать? карман не тянет. Новый рассвет. В каком-то роде произведение искусства. Величайшее. Ну, короче, как всегда, мнения разделились. Но все так несправедливо. Кто-то смирился, кто-то наотрез. Коллеги или алгоритм. Моя семья будет спасена только потому, что я отучилась на искусствоведа? Разве это правильно? Доктор Сювей. Кристина Сювей. Да. Я встретила человека, он тоже искусствовед. Его специализация Баухаус и новые материалисты. Но он был на одном из моих докладов. Еще одна прихоть случая. Даже не верится в такое совпадение. А сколько людей было в той аудитории. И все же я готова смириться с судьбой. Да, это несправедливо, конечно. Но ради моей семьи. Ради искусства. Искусство должно жить. Оно должно звучать из глубин истории и отдаваться эхом в будущем. Нельзя допустить, чтобы оно кануло в лету. Такой шанс. Я должна им воспользоваться. Допустим, предположим. Дальше идем смотреть. На ту сторону мы потом перейдем. А, тут-то все, да? Туда вообще не пройти? Ладно, подожди, а почему карта показана? Хотя здесь она вот в затемнении идет. Неужели пройти там никак нельзя? Кстати, нет. Меня напрягает другое. Видишь, как такие огонечки какие-то? И их только через эту стенку видно. Не, ну там точно прохода нет. Ладно. Так, здесь ничего. Я обсудил с ними задачи Артемида. Дал им понять, что строить планетарный зоопарк я не хочу. За последние пару тысяч лет мы показали себя не самыми заботливыми смотрителями. Так что идея восстановленной биосферы... Ну, она пугает, если честно. Действовать методом тыка на глазок — это же просто жуть. Мы не имеем права.
Но альтернатива — пустота. Было столько всего, а не останется ничего. Плюс руководит этой операцией Чарльз Ронсон. Я его уважаю. Он человек пылкий, работает с душой. Так что я согласился. Это будет мой последний проект. А как закончим, пусть сделают мне инъекцию. Психолог сказал, я еще могу передумать. А я ему сказал, он просто плохо меня знает. Ради спасения природы я согласен потрудиться. Но эта их жалкая пародия на существование мне не нужна. Я не хочу жить в 4 стенах. Никогда мне не нравилось светодиодное освещение. Ну, и к тому же я немножко клаустрофоб. Это тот самый, который все орал, пару мне проведите. Не-не-не, ну прохода там нет. Значит, туда нельзя. Так бы этого, ну, не делали бы. Я с тебя ничего не собрала. А, места нету. Ну и ладно. Так, двигаемся дальше. Никогда не знаешь, когда пригодится. Блин, кайфово, что, знаешь, какие-то такие элементы, они работают. Мы сейчас, когда слушали вот эту запись, там на стене, я еще и просто подошла поближе. То есть деталь была такая, что там даже значок Wi-Fi есть. Типа ну там... Что? Еще одной детали нет. Может, тут есть кладовая? Так, подожди. Здесь нифига, обманка. Фу, у Бретта руки не оттуда растут. Я Само, удивляюсь, кстати, как заработало. он умудрился вставить эмиттер задом наперед. Теперь все перепуталось. О, Мне не платят за то, чтобы я за ним косяки исправляла. Пусть теперь Потребуй. сам идет на склад за новым эмиттером, раз такой умный. никогда, Фу, кстати, эти. у Бретта руки не оттуда растут. Я удивляюсь, как он умудрился вставить эмиттер. Что опять заработало? Вверх, лево, низ, право, вверх. А, ну это на эти, подожди. Это мне надо будет на склад идти. Лево, вверх, лево, низ, право. Отстоять не на... А, нет, на то. Лево, вверх, лево. Вниз. И направо. Все. Теперь дверь должна открыться. Это которая, наверное... Которая, подожди. А, стоять. Опа. Опа. А как? А это 2-й этаж. А как-то мне туда можно залезть? Нет, так нельзя. Хотя должна. Хотя должна как-то залезть. Подожди. Ну почти. Подожди, подожди, подожди. Там ящик. Там ящичек лежит. А как же мне туда к тебе? Ладно, мы сюда все равно еще вернемся. Мы еще туда вернемся. Так, а вот он, этот склад. А. Вот и 2-й этаж. Так, иди-ка сюда. Ну ладно, просто припасы. Я думала, может, это припрятали. Нашла. Вроде без повреждений. Удивительно даже, я бы тебе сказала. Так, по-быренькому спускаемся. Должно сработать. А теперь откроем дверь.
Вверх, лево, низ, право, вверх. Вверх. Лево. Это вниз. Вправо и вверх. Чего? Ну, вверх, лево, низ. Подожди, перепутал. Тогда это должно вниз. Все, я увидела. Подожди, низ слева? Я же сразу лево поставил, ну ладно. Это наверх. Это наверх. Там направо, и вот это должно быть наверх. Нет, стоп. Это должно быть вниз. Получилось. Вот, Дверь точно. должна открыться. Давай посмотрим, что за ней. Там прям подпись внизу была и перевернутая. Так что да. Так, ну здесь мы тоже все зачистили. Короче, вот здесь вот дальше. Надо идти дальше. Надо пулемет было брать. Затмение. Они здесь. Обойди их. Закрепили! Гея. Она там, на втором этаже. Доберешься? А эхо не раздается от тебя, нет? Будет непросто их обойти. А, дверь закрыта. Все, я поняла. Если их всего лишь трое. Ложись! Ай-яй-яй! Отходим! Подглядывает, а? С этим будет потруднее. А, нет. Ну и все. Ну да, все. Размечталась. Так, с этим есть. Что вы вылезли-то, ребята? Ай. Тьма требует твои... Никто ничего не требует. Ложь, врешь. Ай, блин. А, он спрятался. Не видно. Дела? Где он? Вроде со всеми разобралась. Ну и все. Структурное повреждение гермозамка. Или нет? Вам сменить позицию.
блин. О, сюда идите. Гранат можно взять? Вроде все. По крайней мере, пока. Ну, я Тогда не стой надеюсь. на месте. Найди Гею. Кинуть можно вот это? Сейчас найду, подожди, тут с них так попадало. Неплохо. Грех это все не собрать. Так, это мы, пожалуй, отложим. Сейчас найдем, подожди. А этот... А, нет, арена вот она. Оставлю на Арена потом. мы еще пока не дошли. Так. До конца надо похилиться. В принципе, место есть, можно и бегом пробежаться. Но нормально так, они выползли. Я что-то вот этой вот второй волны не ожидала. То, что их сначала было 3, я что-то тут задумалась. Потом они вылезли, там еще на втором этаже бегали. Так. А то, что вот еще вот эти вот трое. Так, здесь все закрыто. Мне только, да, направо идти. В принципе, откуда они все и вышли. Подожди, а что здесь вот за... А, ну типа просто этот, да? Я думал, может, какой-нибудь терминал или типа того. Окей. Так, а вот здесь начнется. Давайте с правой стороны начнем. В принципе, мы уже здесь, да? Далеко не надо было ходить. О, результаты симуляции. Геи, правда, есть четко выраженная предрасположенность к морфологиям животных. Конечно, это в определенном смысле логично, учитывая, что ее ботам придется передвигаться по труднопроходимой местности. Но я согласна, это явно не единственная причина. Ее дизайны не просто функциональные, это словно, не знаю, хочется сказать, дань памяти. Чтобы Гей не придумала, Гефест все построит. Жаль, только через сотню-другую лет нас тут уже не будет, и мы не сможем с вами глазами это увидеть. Привет, я Марго Шен, а это Гефест. Как следует из имени, это будет подфункция, с помощью которой Гея сможет штамповать роботов. Вроде как кузня, только не все так просто. Короче, вы же, думаю, заметили, что инженеров среди нас только треть. Остальные эксперты по машинному познанию, эвристики, всему такому. Поскольку разрабатывать дизайн и строить всех этих роботов будем не мы. Конечно же, не надо заваливать Гею кучей устаревших дизайнов из 21 века. Это бессмысленно. Наша цель — научить Гею строить роботов самой. Больше того, сочинять с чистого листа. Какой бы робот ни понадобился ей для задачи, он будет просто создан по щелчку пальцев. Ее пальцев. То есть, Гефест на самом деле не кузня. Скорее, это полный набор знаний профессионального кузнеца. Горный молот. Все в виде софта. Ох, виртуальная на месте. креативность. Как-то Привет, так. солнышко. Гея уже учится. В симуляциях демонстрирует классные находки с фрактальной сборкой и животной морфологией. Ну, дизайны у нее на премию Лиэм пока не тянут. Ничего, все-таки это первые шаги. Ну, все, пора начинать. Поехали. Я не понимаю. Что именно? Я могу объяснить термины. Так, сейчас термины объяснишь. Если бы я хотя бы отчасти сомневалась в твоей гениальности, я бы не назначил тебя альфой от проекта Гефест. Перестань переживать за своего возраста и стиля общения. Ты такая, какая есть. Будь уверена в себе, ты знаешь, что делаешь.
Понятно, это чисто Если поддержка. Гею создавали, чтобы сохранить жизнь, почему ее роботы нападают на людей? Может, некоторые формы жизни она ценит выше? Помешательство. Машины не всегда были такими злобными. Так и есть. Еще лет... Я такие уже видела. В котлах. Разумеется. Там рождаются машины геи. Видели мы, да, это такое. Так что я тогда охренела от увиденного, этого ничего не сказать. Особенно, когда Громозева там создавали. Так, ну пока я ничего больше для нас не нахожу. В голове у меня все этот элемент держится. В принципе, как и всегда. Просканить. Не дает. Так, а вон этот второй этаж, откуда ребятки и поймали меня. По крайней мере, пытались. Кажется, это здесь. Кабинет Элизабет Собак. Но он закрыт. Должен же быть... Опять они. Осторожно. Не бесите. Я сейчас пулемет принесу, серьезно вам говорю. Осторожность — мое второе имя, чувак. Серьезно. Она просто в текстуре застряла. Да, вот это вот, конечно, такая недоработочка. Внезапный стримчик в ночи. Хай. Ну как в ночи? Ну, может, 3,5 часа сидим. Ну, первую серию долго просто писали. Там нас накуканили немного. Пришлось очень долго играть. Перед вами Аполлон. Коллективная память всего человечества и Батя, ну-ка источник заткнись. знаний для будущих поколений. Я Я сейчас спалюсь. Самина Абаджи. Еще недавно я руководила Международным институтом коллективной памяти в Новом Тегеране. Не-не, Я стоять, посвятила нормально. карьеру сбережению накопленных человечеством знаний, творческих проектов и культурных памятников. И Аполлон, по сути, воплощает в себе дело всей моей жизни. Жаль, что обстоятельства его создания так трагичны. Нас ждут огромные трудности. В частности, нам придется одновременно реализовывать 4 крупные инициативы. Первая – массовое строительство репозиториев данных в комплексах «Колыбель» по всему миру. Вторая – сбор и обработка приблизительно 180 миллионов отдельных информационных объектов. 42 зеттабайта данных на китайском, английском, испанском и арабском. Третье. А русский где? Перенос и кодирование этой информации в ДНК, инкапсулированной в синтетических ископаемых. Единственном носителе, позволяющем избежать деградации данных при многовековом хранении. И, наконец, четвертое. Разработка голографического интерфейса и игровых учебных программ, при помощи которых наши потомки будут получать доступ к эвристическим учебным модулям, Как неживая постепенно стоит. повышая уровень знаний, нужных для управления системой терраформирования. В смысле, нет вот этих вот Та движений задача, на каких-то. которую направлены все наши усилия. Жестикуляция. Не только сохранение прошлого, но создание зерна, из которого вырастет новое древо знаний. Итак, давайте начнем. Долго говорить, конечно, но да ладно. Инкапсулированная ДНК. Так. 40 зеттабайт данных для Аполлона. Разумеется, нужно еще решить ряд вопросов. Понятно. Так. Сейчас мы по-тихому к ребяткам здесь спустимся. Обновление. Что это?
Благодаря тому, что на протяжении минувших 2 месяцев мы имели возможность пользоваться копией архива ГАМР, предоставленной Дальним Зенитом, мы укладываемся в сроки по всем ключевым пунктам проекта Аполлон. База данных уже насчитывает более 40 миллионов записей, но это число продолжает расти. Консервация языков близка к завершению. Скоро мы приступим к составлению образовательных программ. Да, поехали. И все это утрачено. Величайший дар предтеч. Величайший? А как насчет того, что мы вообще живы? Жить в неведении — проклятие, Элой. Тебе ли об этом не знать? Он здесь? Да, он на 2-м этаже вон он ходит. А на стороны в сторону мне его так не достать. Вот этот вот должен сюда подойти. Точненько это я прицелилась в тебя. Кто? А кто? А где? Этого, боюсь, не попаду. А? А кто? От правды не скрыто. Ой, блин. Убегаешь? Кто убегает? Это последний. Я снова одна. В Всё этой изи. будем считать пещере чудес. 42 зеттабайта это 4,5 миллиона терабайт. Если у меня один SSD-шник на 1 терабайт, и мне этого порой не хватает. Ага. Где купить можно? Так, Удача на надо моей вот это. стороне. Так, вот это давай-ка мы вот сюда вот скинем. Мне вот с этих вот дураков надо что-нибудь собрать. Так, ну пустынное стеклышко тоже неплохо. Все, в принципе, тоже неплохо. Стоять. Здесь вот надо прям очень внимательно сейчас осматриваться. Прям максимально. А, подожди, но у нас еще есть, да? А, слушайте, а становится все меньше и меньше. Все меньше и меньше становится. Карта. А элемент мы так и не нашли. Как будто не так, чтобы много для всех знаний человечества. Да, вот даже вот интересно на самом деле, вот учитывая, что надо вместить вот вообще все. Вот хватит ли такой объем памяти? При правильной котировке и правильном архивировании предостаточно.
Так, погоди. Что-то у меня где-то, кстати, открылось или хотелось открыться. Здесь я не наблюдаю пока. Блин, Скоро мы мне в это прошлый... понадобится. И в прошлый раз я не посмотрела, через визор видно или нет. Нет, это выход. Подожди. Подожди. Вот это на выход нам, да? Мы вернулись. Там еще можно пролезть. Можно вот сюда залезть. Надо найти, где этот был. Наверху которого мы Доктор Собек, положили. внесите в архив это свидетельство и поставьте на него ссылки везде, где упоминается мое имя и операция «Свобода». Меня зовут Аарон Хэррис. С 2060 по 66 я был председателем Объединенного комитета начальников штабов. Который Это высшее генерал? офицерское звание в армии США. В мои обязанности входило стратегическое планирование и руководство операцией «Свобода», в которую было обманным путем вовлечено гражданское население США и других стран в течение последних 14 месяцев существования жизни на планете. До чумы Фаро я выполнял свою работу и выполнял на совесть. Я был смел и решителен, находчив в политических маневрах. То, что я дослужился до звания командующего самой крупной механизированной армией в истории, не случайность. Но каков итог? Мое единственное достижение – гибель всего живого на Земле. И единственный искупляющий поступок – то, что я отсрочил эту гибель на дни или недели, пожертвовав людскими жизнями. Я надеюсь, в новом мире уже не будет нужды в таких людях, как я. Если вы один из обитателей этого нового мира, знайте, я сожалею о случившемся и надеюсь, у вас все сложится. Искренне ваш Аарон Хэррис. Видишь, он прям надеялся, что... А, здесь все, да, мы оббегали? Он прям верил и надеялся, что мы это услышим. Подожди, здесь был просто проход, да? Это вот с лесенки мы здесь спустились. И вот это второй этаж. Ладно, еще вот эта вот часть у нас тут есть. Хотя мы, по-моему, уже на второй поднялись. Ладно, ну отсюда... Должны мы найти. Я прям верю и надеюсь. Стоп, а где у нас была лесенка? Фига себе. Блин, вы тоже видите, да? Так смотришь, ну идет вот этот вот пол, а вот так. Ну окей, допустим. Так, полезли. Полезли. Это открывается. И пытается открыться. Это оружие. Там проход закрыт. Нет, там мы тоже проходили. Знакомьтесь, это АИД. Аварийный протокол нового рассвета. Реально, программа убийца. Но ну-ка. Я знаю, что вы думаете. Задача Геи — воскресить жизнь. Так зачем давать ей подфункцию, назначение которой снова угробить все живое? Типа, на кой? Вот реально, на кой? Как-то тупо, да? Ну, нет. Короче, воссоздание целой биосферы
Задачка непростая. Какой бы умной ни была Гея, с первого раза у нее вряд ли все получится. Но представьте, вы Гея. Прошло 200 лет, вы растите новую биосферу, и все черти как. Концентрация щелочи завышена, леса смывает поток, в котором утонул бы даже Ной. Хаос. Мир шатается во все стороны. И что делать? Выпустить в это месиво организмы первой фазы? В надежде, что они своим СО2 и метаном компенсируют дисбаланс? Ну нет. Придется тебе, Гея, отойти в сторонку и дать Аиду сделать то, что тебе твоя заботливая натура делать запрещает. А так называется, это Сжечь есть база эту нового позорную рассвета. недобиосферу дотла, чтобы начать сначала. Ну ладно, не сжечь, скорее задушить с помощью обратного терраформирования. Но вы меня поняли. Аид возвращает биосферу к исходнику. Абсолютный ноль. Чистый лист. И затем, только затем, уступает руль Геи и говорит: ну давай, старушка, попробуй еще, только теперь уж постарайся, а не то. Такой он, Аид. Крутецкая штука, если подумать. Экспресс-доставка смерти. Вымирание по заказу. Во имя высшего блага. Но все равно брутально. Перед вами Аид. Глаза пустоты. Хорошо. Если таков изначальный смысл Аида, почему же он хочет меня убить? Вот Нам нужно больше данных. И как он оказался внутри Титана Фаро? И почему затмение поклоняется ему как божеству? Я знаю не больше тебя. Ищи дальше. Да ищем, ищем. Жалобы на шум. О, не мои ли соседи писали? Хотя не, они сказали, все нормально, мы тебя не слышим. Ты меня поражаешь. Если кто-то утверждает, что ТТ-программит под башкора этот человек врет, ну ясно же, старине Трио вообще не уперлся, это коммерциальная дребедень. Я лучше выхлебаю литр Давид и жижи, чем стану слушать серый рой. Это не башкор сотрясать стены лаборатории Аид, заставляя столы подпрыгивать, а зубы дребезжать. Это Dead Metal. Не, уважаем. Уважаем такие. Я тебя сейчас покусаю. Вот это вот для кого? 2 раза сказала, вот в 3-й уже показываю. Я обратила внимание с самого начала, как называется это место. Я Рой и все и вся. Я с самого начала, когда мы сюда пришли, я сказала, здесь должен быть элемент. Успокойся, пожалуйста. Я его сейчас забаню. Вот админ нужен для чего? Чтобы банить дурачков. А не самого себя. Подожди. Так. Вот за это я тебя осуждаю, долбоёба. Я наконец-то понял, как мне отобрать властные полномочия у Гея, которая очень не хочет с ними расставаться. Все мои предыдущие протоколы провалились в симуляции, потому что они были либо слишком жестокие, либо слишком мягкие. Если действовать слишком жестко, у Гея разрушается ядро, то есть я мог оторвать ее фигуральные пальцы от фигурального руля и передать управление Аиду, но при этом получалось, что я ломал ей пальцы, а иногда и руки, так что это был не вариант. Самое главное, после того, как Аид сделает свое дело, Гея должна снова взять управление на себя. И потому мне надо было найти решение, которое не причинило бы ей вреда. Если избрать слишком мягкий подход, Гея только притворится, что потеряла управление. Я проводил испытания за испытанием, и каждый раз было одно и то же. Аид перехватывает управление системой терраформирования и начинает работать. А Гея стоит у него за спиной, потихоньку отменяет все запущенные им процессы. Да еще посылает ложные телеметрические данные, чтобы скрыть следы своего вмешательства. Все, что потребовалось, это изолировать Гею в оболочке из защитного кода, сохранив ее целостность, а затем сместить ее с управляющей позиции, после чего Аид, так сказать, занимает опустевшее кресло капитана и начинает творить свою магию. Куда выше? Кого тебе? На, вот тебе 2. Вот тебе 3, вот тебе уже сама карта. Кстати, мы далеко прям ушли.
Ну хотя не особо. Все, солнышко, нету ничего. Сделай проще. Если ты хочешь скоординировать, есть ли здесь этот топливный элемент или нет. Скажешь это как подсказку, реально забаню. Название задания есть. Вбей его и не парься. Так. Так, архивную запись обсудить. Вносил вам предупреждение о допустимости архивирования некоторых материалов, однако вы все равно внесли в базу голографических ремастеров классических образцов экстремального кино в жанре эксплойтейшн. Допустим. Так, это просто у нас здесь обход такой, да, идет? По-другому наверх не попасть. Ну да, там же дверь-то закрыта. Ну вот. Вот мы и Перед попали вами сюда. Элифия, главнейшая и важнейшая программа подфункция геи. Ведь именно благодаря ей человеческая раса продолжит свое существование. Я Патрик Брашер-Кляйн, руководитель этой программы. Давайте только мы сразу проясним один момент. Элифия не имеет никакого отношения к генной инженерии. Подожди-ка. А что-то пройти нельзя? Прикинь, пройти нельзя. Оказалось бы. Нет, можно. Можно. И здесь в итоге нет нифига. А если я сейчас отсюда не вылезу, это будет вообще прекрасно. Так, подожди, стекол нет. Эй, давай, вылезай. Ну, кстати, я бы реально бы не удивилась, если бы элемент там был. Ну, ты можешь сказать, и у меня предположение, что есть. В принципе, мы его и стараемся найти. Да? По-моему, нас где-то наебали. Ну, нет и нет. Ну и ладно. Так, подожди, разработка искусственных личностей для исполнителей в колыбелях, нянька, воспитатель, врачеватель идет быстрыми темпами. Мы нацелились на уровень 0.4 по шкале Тьюринга. Это позволит добиться слабо выраженной эмпатии и ограниченной импровизации, не вызывая нарушения кодифицированных моделей поведения. Однако имплементировать функцию переключения личности в ответ на внешний стимул оказалось сложнее, чем мы предполагали. В особенности нас беспокоит сильный резонанс между личностями воспитатель и врачеватель. Отчет об инциденте, в ходе которого исполнитель, выполняющий работу мать, вмешался в работу другого исполнителя, выполняющего программу воспитатель. Возник, если позволите, родительский спор. Это повод для тревоги. Окей. Чего? Чего и есть в одной лодке, когда по заданию нет, так что это не спойлер. Я вообще не поняла, что ты сейчас написал. Прям вообще ни слова. Камера ДЗ. ДЗ это, я помню, домашнее задание. Да. Последние 36 часов я осматривал их и изучал техническую документацию. Это про экзогенные камеры. Я не знаю, что вам пришлось отдать дальнему зениту в обмен на эти камеры, но это того стоило. Их эмбриологам удалось сразу перепрыгнуть все те технологические изъяны, над преодолением которых ученые и инженеры бились последние 50 лет. Прежде я считала Одиссею бесплотной затеей, но если остальные технологические решения у зенита выполнены на таком же уровне, то тогда создание человеческой колонии в системе Сириус уже не кажется невозможным.
Т9, зайди с компьютера. И не будет тебе Т9 работать. И вообще отключи его. От него толку, как от меня на математике. Колыбель загерметизировалась. И Лифи успел загерметизироваться до того, как продвигающийся Рой смог ее засечь. По данным телеметрии, все критически важные системы работают нормально. Наш первый вояж стартовал успешно. Так, короче, более-менее все идет по плану. Он встроен в компьютер, встроенный в Mac. О. Нет места. Че, подожди, там осталось? А, ну у меня с этим добром все в порядке. Вот они, эти яблочники. Так, это мы прошли по кругу, да? Да, это чисто по кругу, там уже у нас ничего не будет. Ну что, поднимаемся. Пойдемте в этот... Комплексы колыбель. Элизабет говорила, в таких местах родится новое поколение людей. Говорила. Гора Великой Матери. А, стоп, мы отсюда Одно пришли из же. них. Есть лишь один способ узнать. Люк не подожди. открывается. Там говорилось что-то про поврежденный альфа-реестр. Надо обыскать кабинет Элизабет. Пошли обыскивать. Так, а ну-ка стоять, подожди. Это Венис, а что здесь? Что-то сегодня слишком много сюжета для человека, в сей шедевр не игравшего. Так что мое почтение стримеру чату. Хорошего стрима, хорошего вечера всем. Взаимно, спасибо большое. Мы во все игры впервые У меня уже играем, много поэтому я только рада, наоборот, вот так вот плотненько. До этого много. Я, если честно, не знаю уже сколько там прошло от этой серии. Потом при монтаже узнаю, но она очень интересная. Очень хочется узнать, как это все шло, как к этому... Как вообще к этому пришла, да, прошлая цивилизация и так далее. В ней нет такой надоедливости, она постоянно держит. Уж в сюжете-то точно. Так что спасибо. Спасибо вам. Так, а вот оно, вот это место. А ну-ка. Кажется, раньше здесь Да, что-то можно было. задействовать морфологию Какой-то антилоп, компонент. хотя козьи демонстрируют большую выносливость. Быстро учишься, Гея? Доктор Собек, проведя сравнительный анализ морфологии млекопитающих, я собрала данные о массовом вымирании в четвертичном периоде. И? Какой твой вывод? Спасибо. Гея? Спасибо. Ну, историю пишем. По логике, их вымирание Какую-никакую. было естественным. Продолжай. Но я нахожу факт исчезновения целых видов необъяснимо грустным. То, что они навеки ушли в небытие, вызывает во мне чувство скорби, которое трудно описать. Я неисправна? Нет, Гея, нет. Это хорошо. Очень хорошо. Ну-ка. Будет временная потеря сознания на время транспортировки в Прайм и монтажа. Могу я высказаться не по протоколу? Потом на новом месте мы подключим придаточные функции и проверим взаимодействие. Элизабет, я слышу волнение. Все хорошо? Да, да. Обстоятельства хорошо. вынуждают нас начать раньше срока. Но все подсистемы Там работают вымирание исправно. глобальное идет, все хорошо. Прогноз сейчас благоприятный. Но вдруг... Просто там же нет ничего живого. Даже дышать нечем, выходить можно только в скафандрах. Миллиарды погибли. В страхе, в мучениях. Вдруг... Все это было зря. Вымирание
было неизбежно. Благодаря вам у жизни есть будущее. Ты в это веришь? Я верю в вас, Элизабет. Для вас нет ничего. Ну да, сказать ей спасибо уже не получится. Но, знаешь, можно порой, опять же, если я спрошу, да, там, типа, есть ли здесь, вот, да, если касаемо вот этих вот элементов, потому что их еще реально надо поискать. Если я прям задаю напрямую вопрос, есть или нет, вы просто отвечаете да, нет, и все, это не спойлер, ничего, потому что я сама лично об этом спрашиваю. Так что... Одной логики мало, Тед. Гея должна быть лично заинтересована в успехе. Должна переживать. А если взбесится? Ты забыла о наших ошибках? Ты про свои ошибки? Я говорю, что ей нужен выключатель. Она только что родилась. Я не приставлю ей пушку к виску, пока она в колыбели. По-твоему, это ребенок? А если она станет монстром? Могу я высказаться не по протоколу? Конечно, Гея, говори. Простите, что возражаю, но мистер Фара совершенно прав. Сейчас развитие моего сознания не является предсказуемым. Чтобы обеспечить сохранность жизни, было бы разумно встроить в мою систему предохранитель. Вот. Доволен, Тед? Господи, послушай ты ее. Опустим. В порядке, не парьтесь. Если я просто спрашиваю, то отвечайте. Ну или хотя бы, да, там заранее просто спросить, как вот... Как Саша и говорит. Так, стоп, нет, отсюда я пришла. Туда пройти это как-то 100%. Стоп, о чем мы? Это то ли пролезть надо, то ли... Это явно уже тема не откроется. 100%. Вот то, что куда-то лезть, это факт. Я не веду. Нам еще 2 элемента надо найти. Возможно, вы сейчас спутаете с последним. Нам надо найти 2. Именно про 5-й. Один будет по сюжету, но мы ее и так уже в сюжете. Подождите, у нас другая проблема. Как туда зайти? Как туда вообще зайти? Просто берешь и ломаешь. Проект Одиссея потерпел крах. У меня для вас плохая новость. Дальний зенит известил меня о том, что проект Одиссея потерпел крах. Прошлой ночью телеметрическая аппаратура зафиксировала катастрофический бой в модуле хранения антиметрии, когда двигатели начали разгон для выхода за пределы Солнечной системы. Корабль, экипаж, весь груз, тяготы семян, альфа-сборка Аполлона, все пропало. Новый рассвет — наша единственная надежда на продолжение человеческого рода и восстановление жизни. Воу-воу. То, что по сюжету я долго искал, там неочевидное положение. Но мы вроде все пролазили, но... Окей, давайте. Но ты вроде писал, что там нет ничего. Ты вроде сказал, что
Там этого нету. Файл с альфа-реестром. Что он не здесь? Ну, пиши, ладно. Да. Он не поврежден. Тогда чего ты ждешь? В этой локе Копируй. нету. Теперь я смогу восстановить реестр Священной горы. Открыть. Войти. И узнать все секреты. Где я родилась. Может, узнаю, кто меня родил. Кто? Ты правда такая наивная? Не надейся, что там тебя кто-то ждет. Тебя произвел на свет не кто-то, а что-то. Ублюдок. О нет, я законорожденный. Это ты, Элой, порождение машины. Но какой машины? Для чего? Зачем тебя Так и создали? знала. Ну вот про последнее, да, мне говори. О! У нас гости. Про последнее мне Быстро говорили. уходи. Мне раза То, два что ты уже нашла, писали. бесценно. Ты бесценна. Один дальше по сюжету. Ну, значит... Значит, дальше пойдем. О. Фига себе. Куда поймали? Ты жива. Хорошо. Ты в меня кинул бомбу! Тебе уготована более подобающая смерть, дитя. И, блин, тапком в морду. Всю мою жизнь мне было твердо известно одно. Мы в Меридиане? Моя судьба стать великим. Опять разделили, да что ж такое-то? И когда убили Джерана, и когда Меридиан пал, моя вера оставалась А, крепка. нет, мы в этом. Пока не В закатной появилась ты. крепости. Когда мне сказали, что ты выжила, во мне зародилось сомнение. Мать, снизу пролезь, там еще Как снизу есть. неизбежен рассвет после заката. Неизбежна и гибель моих врагов. Но я ошибся. Как? Почему? С каждой твоей атакой, с каждым убитым воином, мои сомнения росли. Но когда пропал верховный жрец Бахавас, когда Не истинного надо, Саш. короля солнца Вот это не Итамена надо. похитили, мои сомнения приумножились. И я все вспоминал момент, когда мой нож был у твоего горла. Один взмах. Одно движение лезвия, и тебя бы не стало. Спасибо. Моя Не рука тебе спасибо, сразила мудила. много врагов. А, в чате. Зачем я медлил? Почему не выполнил то, что должно? Это мне интересно. У тебя шрам на щеке. Тебе помешали. Да, я помню. Хороший воин. Для дикаря. Его звали Раст. И тебе с ним никогда не сравниться. И все же он позволил так запросто выпустить себе кишки. Нет. Дело не в нем. Я мог бы тебя прикончить. Но не стал. Эта ошибка не давала мне покоя. Преследовала меня. И лишь когда я поймал тебя, там, в том месте, я наконец постиг мудрость солнца, великий замысел, что связал эти события. Ты должна была выжить в тот день. Должна была помешать нам вести раскопки. Должна была устранить Бахаваса и похитить Итамена. Мне было предначертано здесь схватить тебя, чтобы ты стала жертвенным даром солнцу. Все так, как должно было быть. Как было предсказано, согласно его замыслу.
Ну-ка, дойдем до этого момента. Тоже мне судьба. Это не великий замысел, ты просто выполняешь приказы. Ты кукла у этого Аида на ниточках. Пешка, которую переставляют чужие руки. Было бы смешно, если бы не все эти загубленные жизни. Аид — древняя машина, а не эта ваша погребенная тень. Плевать ему на Меридиан. Он хочет уничтожить все и всех. А ты — его услужливый раб. Я служу непогребенной тени. Я служу солнцу в тени. Противоположности слились во имя одной цели. Чё? Тень и солнце. Тьма и свет. Ты правда не слышишь, как нелепо это звучит? Раньше ты служил сумасшедшему королю, а теперь служишь сумасшедшей машине? Сдаешь позиции. Да, планочку подопустил. Припомню эти слова, когда буду смотреть, как горят твои останки. Боюсь, ты не уловила сути. Я победил не только тебя, но и сомнения. А настоящая вера дарит бесконечную силу. Хорош Так открой трещать. клетку и убедись, что ты Выпускай прав. меня. Что твоя вера не самообман. Круг Дуэль? замкнулся. Каждый элемент на своем месте. Ровно там, где должен. Блудный зверь пойман, его удел известен. Пойти на заклание. Кстати, о жертвах. Забыл тебе сказать. После того, как ты обрушила нашу сеть, я отправил гонцов на восток. Приказал собрать войско и атаковать вашу священную землю. Все Нора будут казнены. То есть моей целью была ты, но, похоже, без всего этого можно было обойтись. Блин. Нора тебе ничего не сделали. Не трогай их. Точно. И никому уже не сделают. Ты можешь быть уверена. Ах ты В тварь. любом случае, отменить приказ я уже не смогу. С рояля. Я бы и хотел, но твоими стараниями связь между нашими отрядами оборвана. Ты обрекла не только себя, но и все свое племя. Скажи мне, это ли не воплощение испепеляющей кары солнца? Визор. Такое могущественное устройство. Но оно такое хрупкое. Ах ты тварь. Как видишь, на сей раз я не стал медлить. Я уже взмахнул своим клинком. Блин, а мы с самого детства с этим визором. Так, а сюжетка закончится? Нет? Возрадуйтесь, верные Карха! Это даже Наши останавливать не годы во хочется. тьме закончены. Новый рассвет дрожит на горизонте. Настает новый день. И очень скоро ложный король будет мертв. А мы вернем себе святой Меридиан. И в этом я стану орудием пророчества. Ныне слились воедино все половины творения. Солнце и тень, свет и тьма, день и ночь. Узрите! Всем сидеть!
Разве вы не видите благословения солнца перед своими глазами? Ты чё Как удумал? могли подобные создания ночи выйти на охоту среди бела дня? Если бы это не было угодно великому солнцу. Много лет назад, освещая кольцо солнца, великий Джеран казнил здесь многих неверных, бросив их под копыта бегемота. Бегемот грозен и могуч в свете солнца. Но еще страшнее он, когда его окутывает сила тени. Так пускай это вероломное отродье отдаст свою жизнь. Бегемота завалить — это вообще жесть. Первый из 1000! В смысле первый из 1000? А оружие? Так. Без оружия. А теперь стоять. Подожди. Же все на небесе поехали. Все мое оружие на платформе, и отсюда никак не сбежать. Обращу его силу. Пускай меня. Мать. Но вот без визора здесь прям максимально тяжко. Верните себе оружие. Подожди, мне бы вот увидеть. Надо заманить бегемота в колонну. Надо. Давай. Сработало. Еще разбить, и платформа рухнет. А вместе с ней мое оружие. Давай, давай, иди сюда. Он идет сюда. Есть. Хорошо. Ну да, тут либо куда-то лезть, либо ломать. Там одно из двух. А вот теперь иди сюда, солнышко. Быстро ты переоделась. Офигеть. Давай дадим им зрелище. Ну, вот теперь я готова. А ты теперь большая тупая мишень. Ну, подходи. Понял? Компоненты по бокам головы. У них как-то задействует под атак. Я тебя сожгу. А, заморозить? Ну, приострел у меня, солнышка, нету. Хорошо. Может, там бесстужные детали? Знаю я тут парочку. Блин, а вот это вот это плохо. Когда он так вот бурить начинает. Мне вот это вот надо еще. Вон так. Что-то важное. Да, есть такое. Я промазала слегка. В смысле? Я ж далеко от тебя была. Как он-то меня достал? Он просто топнул. Чего? Ну, вот теперь я готова. Ну, я вам так скажу, я даже на расстоянии тогда. Ну, подходи. Я тогда прям заколебалась. Может, в тех фишек есть нужные детали? Не туда. Те компоненты по бокам головы. Они как-то задействуют в ходе атак. Ты тварь! Ты реально, что ли?
животное. Я тебе ее собью. У меня кончаются стрелы. Ничего не заканчивается. А чё ты такой бронированный-то? Надо заморозить его. Ведь нужны криострелы. А, все, да. Ой, котенок, как ты не вовремя ко мне хочешь подойти? Подожди, зачем нам криострелы? Если у нас есть вот эта история. Сейчас тебе. Надо осмотреть всю машину. Там есть нужные детали. Я вот это ему хочу скинуть. -1. Ни хрена себе. Ну, почти. Я ж прыгнула. Да что тварь, а? Я тебя сейчас реально... А, он, видишь, как делает? Мудила. Сейчас бы еще попасть не в ту сторону. Стой на месте, а. Может, нужные детали. Дружочек. Ах. Не, ну с первого раза. Почти. Что ты орешь? Тихо! Тени! Убить ее! Вы... А мне на помощь придет кто-нибудь, нет? Убить ее!
Так. А почему тень? Это самому слабо, что ли? О, тихануло. Так и знала. Не просто так кат-сцена идет. О, тык-дыкали. Поехали. Сайленс. А эти мне забрать? О, это я прошу прощения, лиходеи, по-моему, да? Просто в пух и прах. Красавчик. Блин, вот за это красавчик. Ты чего? Кошка с ума сходит. Я не знаю, вам было слышно, нет, он все ходила, орала. Шишуля, привет, не видел твое сообщение. Не знаю, что с Юдубом, у меня на ноуте просто нет чата, когда Вот к тебе он. захожу. Настоящий. Странно. Разумеется. Без тебя мне никогда не разгадать тайны священной горы. Тогда ты зря потратил время. благодарность. Гелис уничтожил мой визор. А с ним и Альфа-реестр. Сомневаюсь. Вовсе нет. Все то время, пока мы держали связь через визор, я копировал данные. Так что переместить их в новый визор не проблема. С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, крепыш. Знаешь, ты как нарочно злишь меня, Сайленс. Но куда деваться? Посмотрим, где ты родилась. И, может, узнаем, зачем. Да. Посмотрим на машину, которая меня родила. Так будет точнее. До скорого. Стой. Что? Как ты узнал, где я, если на мне не было визора? Ну, право слово. Даже болван догадался бы, что Гелис бросит тебя в кольцо солнца в полдень. Загнал двух бегунов, чтобы успеть в срок, но успел. И хватит об этом. Окей. Когда ты научился управлять машинами? Когда ты освоила эту технику, пришлось уничтожить машину захватчика, чтобы добыть детали. Но ты сама показала мне, как это делается. Вот и польза от того, что я отслеживал все твои действия. Надо сказать, в целом логика этого метода во многом схожа с ритуалами шаманов Банук. Но, конечно, куда им до тебя? Ясно. Ну, пожалуйста. Ладно. Вот это мне интересно. Гелис узнал тебя там, в кольце. Ты сказал, что просто помогал затмению. А ты лично знаешь того, кто убил... Кто хотел убить меня. И что теперь? Этот человек очень опасен. Нужно сделать все, чтобы он и Аид не смогли добиться своего. Ну да. Гелис узнал тебя. Ай, Ты сказал, что... И что теперь? Этот человек... Случайно на мышку вкликнула. Мне пора. Не было печали. Гелис послал отряд затмения на священную землю Нора. Племя и так ослабело. Они вряд ли выстоят. Пойдем со мной. Нет, прости. Мне нужно завершить приготовление. Какие еще... Зачем, я спрашиваю? Все равно не скажешь. Когда придет время, я выйду на связь. Поговорим позже. Да, кстати, если пойдешь на территорию Карха Тьмы, есть для тебя броня для маскировки. Ты, Так, как всегда, все продумал. Кто-то же должен был. а ну-ка делись. Элой, когда ты искала Альфа-реестр в бункере Нового Рассвета, я был с тобой жесток. Да ладно. Я надеюсь, внутри этой горы тебя в самом деле кто-то ждет. Не что-то, а кто-то. Но! Скакал.
Ой, ну, давай к костру подойдем. Получено адепт тьмы какой-то. Вот и вас мне не хватало. Отстаньте. Нет меня. Сейчас посмотрю, дача за броня, и все, и серия на этом 100% у нас заканчивается. Ну, кстати, круто выглядит. Адепт тьмы. Не, ну вряд ли его можно будет купить. У них можно поставить много модификаций, но только одну я, пожалуй, на этой пока побегаю. Если можно будет еще покруче где-нибудь раздобыть, можно будет, да, закидывать. Но это чисто, знаешь, на модификациях вытаскиваться, а здесь этот. Здесь уже 30 было. День, посмотри, заколебет. Я знаю, как это выглядит. Не, выглядит реально круто. Это спору 0. Но по этому всему... Блин, 2 на... Да? Ну ладно. Слушайте, это прям реально было насыщенно. Прям мега насыщенно. А теперь, значит, да, у нас добраться до этого... Короче, своих спасать. Надо побочки позакрывать, что мы тут с вами собрали. На карте где-то еще, кстати. А, вот здесь вот надо одну забрать. Потом это уже сделаем. И вы вот все говорите про вот эти руины. Да, куда мы в детстве упали. Вот это вот, я не знаю, что это такое. Вот это вот я хочу очень потом посмотреть и глянуть руины, в которые, да, вот в детстве мы упали. Где мы вот этот вот визор нашли. Я с огромной радостью посмотрю, потому что не просто так вы это пишете. Что ж, я что-то немного подустала, честно вам скажу, но... Небо светлеет. Скоро Да все заря. хорошо. Чего ты все орешь? Что у тебя случилось? Иди ко мне. Иди сюда. Иди. Иди скорей. Что произошло у тебя? И что-то бегает, все что-то орет, непонятно. То ли барабашка ее пугает, то ли еще. В этой броне на территории Карха Тьмы противники не будут. Ну, это опять же, это на одно место. Короче, не хочу. Все, это угомонился. Вот, в общем, что, я с тобой прощаюсь, как всегда, ребят. Палец вверх. Продолжаем эту игру ковырять дальше. Продолжим. Она безумно интересная. Не знаю, ну сюжет это просто, это что-то, это отдельный какой-то шедевр. Я с радостью поиграю в нее дальше. И, да, какие-то там сайды, вот это вот все тоже позакрывать параллельно. А почему бы и да? Потому что интересные попадаются и сложные, как у нас вот было, да, с этим. Когда мы пацана-то с матерью вот эти вот королевского осы переправляли, и как нас там Громосеев вышел, да, очень веселый, поэтому стараюсь закрывать все по возможности и показать вам эту игру. Вот все, что нам сделали, вот все это и показать. Но я с тобой прощаюсь. Как всегда, желаю тебе удачи, будьте осторожнее. Просто себя берегите во всех смыслах этого слова. И до следующей серии.